Привет, меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у нас будет небольшая хроника. Собрала несколько видео про одну клиентку. Посмотрим, как у нее все относилось. Скажу сразу наперед, все шикарно, все хорошо. И поделюсь несколькими такими наблюдениями, почему же так происходит. Давайте приступим к рассмотру. Тут у нас были тюльпанчики. Кстати, когда я их рисовала, такая, думаю, да, там 6 секунд нарисовать, а потом забыла, как их рисовать. Но тем не менее, тюльпанчики относились у нас хорошо, все прекрасненько держалось. Все продукты, которые я использовала в этом видео, постараюсь оставить вам ссылочки и также вставить маленькие такие отрезки, именно чем я пользовалась. Думаю, так будет просто интереснее. Снимаю покрытие. У девушки маленький ребенок, поэтому мы всегда делаем покороче. Даже когда я ее последний раз уговаривала, давай оставим длину, все-таки у нее, когда ноготочки более длинные, смотрится намного интереснее, но девушка не справляется с длиной. Убираем также наши тюльпанчики. Куда же без них? Оставить мы их не можем. И насколько я помню, знаю эту девушку, она очень любит голубые тона. Кстати, следующее будет вообще, по-моему, оранжевое. Кстати, оранжевое и голубое. Вот носит оранжевое, голубое, оранжевое, голубое. Но каждый раз я стараюсь для вас сделать более интересный какой-то дизайн. Даже если я устаю, я немножко отдохнула. И теперь стараюсь моим девочкам, которые приходят именно для видео, сделать более-менее какой-то интересный дизайнчик. После того, как я все сняла, сделала маникюрчик, покрыла ноготочки базой от Beauty Luxe, я покрываю ей также гелем от Beauty Luxe под номером 4. Такой красивый цвет. Но мне кажется, цвет такой не сильно носибельный, если бы делать френч. Но под цвет, в принципе, все равно. Носится он просто шикарно. Мне нравится именно качество. И мне очень нравится именно консистенция этого геля. Он такой самовыравнивается, и тем не менее он густой. Никуда не утекает. Хорошо держит форму. Так что, девочки, кто не пробовал, присмотритесь. После того, как я нанесла этот гель, стараюсь нанести его, у нее ногти такие вверх растущие, и стараюсь больше материала нанести на апекс. И меньше материала наношу на кончик. Естественно, потом это все я буду опиливать, как же без этого. Пилить я очень люблю. И вот. Кстати, кисточка у меня очень такая удобная. Я примостилась ей работать. Покупала я ее в Еврошопе. Там были такие наборчики. И вот мне очень нравится, что она такая тоненькая и удобно ей работать. Теперь мы выбрали оранжевый цвет. Такой прям неоново-оранжевый цвет. И как раз тогда я делала видео с закатами. И вот девушка захотела закат. Я считаю, что все-таки закаты, они очень быстро делаются, особенно если у вас есть стемпинг, вот эти вот маленькие кустики. Эту пластину я чуть позже покажу, которую я использовала. И буквально в закате самое главное вот этот переход-перелет и вот солнышко. И вот около этого солнышка потом сделать стемпинг. И, буквально за 10 секунд готов дизайн. Также покрываю, естественно, 2 слоями. Потому что из-за второго цвета, второго слоя, мне кажется, такой цвет получается такой более насыщенный, более интересный. И помогаю себе также тоненькой кисточкой подойти ближе к кутикуле. У меня все цвета, которыми я рисую, всегда в палитре. Палитра это у меня были детские краски, я их вымыла. И вот в эти вот ячеечки насыпала по чуть-чуть краски. И вот когда я рисую, я просто достаю эту палитру. Очень удобно. Не надо открывать все эти баночки, все их раскрывать. Все уже на палитре. Если интересно, могу показать поподробнее, поближе. И вот тут не такими то черного цвета взяла, то красного, нарисовала закат и пластиной. По-моему, это у Protego, это фирма. Обожаю эту пластину, как я ее купила, вот прям я ей пользуюсь. Там очень много всяких веточек, мне они очень нравятся, эти веточки, от самых маленьких до самых больших, разнообразные всякие веточки. Интересная пластина. И вот мой штампик, который я полюбила, спасибо Виктории, за то, что меня заставила его купить. Мне он очень нравится. Кстати, хочу купить еще пару штампиков, но я жду посылку с Алиэкспресс, которую заказала, оказывается, 30 июня и заплатила налог. И мне просто интересно, сколько же я заплачу за доставку и последующий налог.
Поэтому пока заказы на Алиэкспресс я не делаю. Девушка вернулась, все хорошо держалась, у нее прям вот держится шикарно. Единственное, отслоечки у нее там нет по боковым, около боковых валиков. Но мне кажется, из-за того, что я где-нигде все-таки сделал небольшой наплывчик. Если аккуратненько не доводить до боковых валиков, то в принципе вообще будет все хорошо держаться. Также снимаю покрытие. Кстати, у меня есть пару фрез, которыми я постоянно пользуюсь. И вот как-то беру их просто подряд. Одни у меня там лежат на стерилизации или грязненькие. И беру просто те, которые у меня лежат под рукой. Также мы убираем длину. Делаем покороче. Я тот человек, который не могу делать покороче. Мне все время хочется оставить длину. Кстати, скоро будем делать также мои ноготочки, вы просили. Я придумала интересный дизайн. И будем делать мои ногтики. Опиливаю, убираю глянец, отросшие части. Также опилила, сделала маникюрчик. Покрываю опять же базой от Beauty Lux. Праймер у меня тоже от Beauty Lux. И после того, как я просушила базу 1 минуту, приступаю к тому же гелю. Этот гель на ней хорошо носится. Я всегда помечаю у себя, каким гелем я пользуюсь на клиенте. И если человек приходит, у него все шикарно, я стараюсь не менять материал. Все-таки раз носит хорошо, значит пусть она его и носит. Так как у нас очень много фирм, естественно, у всех и база, и термберм, и стопыром, и все-таки надо, я считаю, вести вот эту запись, какой материал носит клиент. После опила она выбрала голубой цвет, обязательно. Ну и показала мне, попросила я ее до записи, попросила какой-то выбрать дизайн. Она выбрала листочки, хоть и не осень. И вот мы будем рисовать листочки. Я взяла из коллекции от Beauty Lux, вот этот у них пастельная коллекция. Купила, я уже говорила, ее именно вот для таких вот дизайнов, где мне нужен не белый цвет под рисунок, а вот какой-нибудь подтон. И вот этот цвет мне очень нравится. Хорошо они ложатся, если сделать ровненькую поверхность, они очень даже хорошо ложатся. На втором слое там вообще нет никаких проплешин, все хорошо, все прекрасненько. Все ноготочки покрыли вторым слоем и начинаем рисовать лепесточки. Там в том рисунке, который принесла девушка, не было блестюшек. Но кто меня уже хорошо знает, без блестюшек я не могу. И мы также потом красочкой от Beauty Lux впихнули чуть-чуть блестюшек. Листочки рисуются очень легко, смотрится это очень эффектно. Добавила также пару тоненьких линий, и на этом дизайн готов. Вот и все. Также делаю обрисовочку. Взяла белую краску, потом поменяла кисть, потому что она была не такая тонкая, как мне бы хотелось. Взяла кисточку потоньше, тогда обрисовка получается такая более изящная, более интересная. Как без этого? Как всегда, у Ленки порвались перчатки. Кстати, вы просили мне показать дизайны, которые у меня были на руках. Я их не снимала, потому что быстро-быстро делала дизайн, и в принципе мне он не понравился. Но если вам понравился, я обязательно покажу, как я это делала. Вот такие вот ноготочки у нас получились. И продолжаем дальше смотреть, что к нам пришло. Окошко у меня открыто. Девушка вернулась. Все хорошо относилась. Тут ракурс камеры был не так уж хорошо поставлен, но тем не менее видно, что все прекрасненько относилось. Также снимаем материал. У нас тут уже следующая фреза. Кстати, покупаю фрезы, я уже много раз говорила, буквально в 2 магазинах. Я просто выбираю зеленые насечки, мне в последнее время нравятся. Они снимают прям конкретно, быстренько. Я работаю только с гелем. С гель-лаком я практически не работаю. Но вот эта синяя фреза, которая была в самом начале этого видео, она снимает хорошо и гель-лак, и гель. Вот эта, которая сейчас была фреза, она прям конкретно, быстренько снимает. Тут я покрываю
базой от Neo Nail. Вижу по кисточке, она такая у них серенькая и очень удобная у них кисточка. И после просушки наношу также самый тот же Beauty Lux под номером, по-моему, 4. Как я уже говорила, оставлю все ссылочки в описании. И после опила, маникюр и опил я не стала показывать, а то будет вообще неинтересно. Я постаралась в этом видео показать больше дизайнов. Гель просто очень удобный в работе. Мне он очень нравится. И в носке он шикарный. Хотя, мне кажется, в носке все-таки зависит от носки именно база, а не гель, который сверху. Хотя гель по жесткости, если он хороший, то в принципе и носкость будет хорошая. Тут девушка выбрала голубой, естественно, голубой. Как туркиз он называется. На первом слое он ложится так вот не сильно, но на втором слое все прекрасненько выравнивается. И мы делаем новым лаком для стемпинга. Я показывала также его видео, он такой зелененький. Мне очень нравятся такие вот шиванные лаки, прям влюбилась в них. В последнее время только ими и делаю дизайн. Вчера, кстати, девушки тоже делала этим же лаком, ну, в смысле, этим шиммерным. Брали просто мой любимый черный. И чтобы не было скучно, добавляю еще пару полосочек на одном ноготочке. Типа геометрию добавила, блесточек, куда без них. И на втором я решила некоторые точки просто обрисовать. И получается, на мой взгляд, очень даже симпатичный, милый летний дизайн. Также это все хорошо просушиваем и отправляем девушку домой. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. До скорых видео. Пока. Привет, девчонки, меня зовут Елена. Привет, меня зовут Елена, и вы на моем канале. Сегодня у нас видео на клиенте, небольшая хроника. Собрала, насколько могла. Надеюсь, будет вам интересно. Давайте приступим к рассмотру. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. На этом у меня все. Надеюсь, вам было видео интересно. Будем